Всем привет! В этом видео приготовим корпусное пирожное мандарины с отпечатком от настоящего мандарина. Если вам интересно, смотрите дальше. Как готовить вот эту желейную массу, у меня уже есть видео на канале. Я готовила лимоны, корпусное пирожное лимоны. Ссылку я оставлю в описании. Вот подготавливаем вот так эту желейную массу с мандарином. Срезаем дно, чтобы можно было достать наш мандарин. И чтобы в дальнейшем мы могли наполнять туда шоколад и извлекать готовую форму. Там, где потолще, я делаю надрез, так как мандарин круглый, а вот это дно я вырезала небольшое отверстие, то надо сделать вот такие разрезы, чтобы аккуратно, можно красиво достать и вот этот настоящий мандарин, и в будущем, чтобы доставать шоколадные мандарины. Очень аккуратно это делаем. Из этой формы мандарин, вот любое, что мы делаем, вот из чего делаем этот отпечаток, он достается очень легко. Отходит от этой массы. Но так как это не силикон, конечно, он хрупкий и может порваться, поэтому все равно надо делать очень аккуратно. Подготавливаем шоколад. Шоколад можно темперировать, а также можно не темперировать. Отличие будет только такое, что не темперированный шоколад у вас будет таять в руках. Извлекать из формы можно как и темперированный шоколад, так и не темперированный. Тут разницы не будет. Так вращаем, чтобы шоколад распределялся по всей вот этой форме. Только имейте в виду, что шоколад должен быть не выше 32 градусов. Чем ниже температура, тем лучше. Почему? Потому что это у нас желейная масса. И если мы будем наливать очень теплый шоколад, то это наш молд, эта форма из желе, будет таять. И отпечаток с каждым следующим мандарином будет хуже отпечатывать, этот рельеф будет таять от теплого шоколада. Налили шоколад, оставили до полного остывания, можно поставить в холодильник, можно подождать и при комнатной температуре. Очень легко отходит вот этот шоколадный мандарин от этой формы. И так можно подготавливать с одной формой не только один мандарин. Сколько нам надо, столько можно приготовить. Форма очень хорошо себя ведет. И повторно использовать. Можем даже 10 мандаринов с одной формой готовить. Главное условие, чтобы шоколад не был теплый. И вот можем сравнить. Вот видите, настоящий мандарин и мандарин из шоколада. Их даже не отличить. Когда шоколад хорошо застыл, то извлекается из этой формы без проблем. Он просто сам отделяется вот от этой массы. С этим нету проблемы, и поэтому не обязательно темперировать шоколад. Берем зеленый краситель, немного подкрашиваем шоколадные мандарины, чтобы они были более похожи на настоящий мандарин.
Потом немного еще беру желтый краситель, использую порошковые красители, кисточкой окрашиваю поверхность, чтобы были вот такие оттенки: оранжевый, желтый, зеленый где-то. И в конце каждый мандарин надо немного тонким слоем промазать просто растительным маслом, так как настоящий мандарин, он немного такой как бы блестящий. Вот кисточкой проходимся по мандарину, при этом мы придаем и блеск мандарину, и немного вот эти красители, которые сухие мы наносили, они тоже более лучше распределяются, более естественным таким цветом остаются. Если где-то растительное масло нанесли слишком много, можно салфеточкой немного снять лишнее. Вот видите, как отличается, когда промазали растительным маслом и когда мандарин еще не промазан растительным маслом. Как бы уже видно, без растительного масла видно, что это какой-то не такой мандарин. А когда наносим слой растительного масла, то шоколадный мандарин, я бы сказала, почти не отличить от настоящего мандарина. Далее мы можем вот наши мандарины наполнять любой начинкой. У меня это муссовый крем, но также самое это может быть любой другой крем. И масляный, и крем-чиз по выбору. Также самое можно наполнять и вот этой массой пирожная картошка. Вот чем угодно и тем наполняйте, чем хотите. Наполняю мусс, слой бисквита и мармелад из персика. Потом пирожное ставим в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась. И вот так выглядит 2 шоколадных мандарина и 1 настоящий. Я бы сказала, тут даже не отличить, который из них настоящий мандарин. И в итоге у нас получаются мандарины как настоящие мандарины, потому что мы использовали настоящий мандарин для создания вот этой формы. И разрезаем пирожное. Конечно, если слой шоколада, корпусный слой шоколада толстый, то резать вот так ножом не особо удобно. Поэтому я бы сказала, не темперированный шоколад удобнее резать. Он не будет настолько твердый, как темперированный шоколад. Но если делать слишком тонкий слой, то корпус из шоколада может потрескаться. Поэтому лучше, конечно, слишком тонкий слой не делать. У меня вот такой мандарин, корпус из мандарина весил 40 грамм. Когда еще не наполнила с кремом, вот этот корпус весил 40 грамм. И вот наши ненастоящие мандарины в итоге получаются как настоящие мандарины. И чтобы приготовить вот такой молд для мандаринов, лимонов, любых других фруктов, овощей,
времени нам не уйдет много, а в итоге получается очень эффектное пирожное. Вот приготовили такой силиконовый молд, и из одного молда мы можем там за полчаса сделать 10 и даже больше мандаринов, корпусов для мандаринов. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!